Всем привет! Меня зовут Максим, и вы на канале Принтсайт Типография изнутри. Сегодня я хочу поговорить про материалы для лазерной печати. Перед нами образцы, которые я приготовил, чтобы рассказать вам, на каких бумагах печатаю, какие бумаги использую, какие бывают проблемы с определенными видами бумаги. Значит, по моему утверждению, бумаги бывают с покрытием и без покрытия. Это основная градация деления, так сказать, бумаг. Бумаги без покрытия вы можете видеть в обычных офисных принтерах. Это матовые шероховатые бумаги. Взял я вот образец. Это 170 грамм. Меловка без покрытия. Она не переливается, абсолютно матовая. Так называемая офсетная бумага. Есть бумага с покрытием. Бумага с покрытием намного меньше впитывает тонер. Дает более четкий, более яркий оттиск. В данном случае это бумага Silk, либо сатин, кто как называет. Это полуглянцевая бумага. Также бывает глянцевая бумага, ее я не использую, потому что сама по себе лазерная печать дает глянцевый эффект. Дальше бумаги я бы разделил на подвиды. Точнее, не так. Бумаги с покрытием я разделил бы на подвиды. Это бумаги для офсетной печати и бумаги для цифровой печати. Чем они отличаются? Бумаги для офсета с легким покрытием, потому что на нее ложится не сухой тонер, а жидкая краска, что в принципе дает равномерную заливку. С печатью на лазерных принтерах с сухим тонером могут быть нюансы. На плашках может быть неравномерное запекание краски, неравномерное покрытие, которое будет давать либо белесые пятна, либо более темные пятна, что не будет нравиться клиенту. Также существуют цифровые бумаги с покрытием, они бывают как матовые, так и глянцевые, и Silk. Silk это что-то среднее, чтобы вы понимали, между матом и глянцем. У меня на столе два вида бумаги для цифровой печати. Бумага от фирмы Xerox это Colortech Plus. И бумага от фирмы Antalis это Novatec. Xerox бумагу я бы отнес к бумагам выше среднего ценовой и качественной категории. Достаточно хорошая, качественная бумага. На ней получаются замечательные оттиски. Как по мне, немножко дороговато. Я в большинстве случаев использую бумагу Novatec. По плотности она примерно такая же. По белесости Novatec чуть-чуть желтее, чем бумага от фирмы Xerox. Как говорится, рекламный бизнес не знает времени. Клиенты не спят. Значит, на чем я остановился? Бумага Novatec чуть-чуть желтее, чем бумага от фирмы Xerox Colortech Plus. Но по своим характеристикам, как я это вижу, это примерно аналогичные бумаги. Обе из них, которые я использую, 350 грамм. На них я печатаю в основном визитки, всякие открытки, сертификаты и тому подобные вещи. На самом деле бумаг для цифровой печати намного больше, точнее производителей. Это и Color Copy, и многие другие. У кого что продается за более хорошую цену, на самом деле принципиальной разницы между ними нету. Следующий вид бумаги – это бумаги синтетические. Я использую у себя бумагу от фирмы Synapse. Это производитель, точнее звено большого концерна Agfa. Чем она отличается от обычных бумаг? Она полностью синтетическая, не рвется, не подвержена воздействию влаги, хорошо подходит для использования на улице, замечательно подходит для меню в всяких барах, ресторанах, где меню постоянно заливаются чем-нибудь, трогаются грязными руками, и бумажные изделия приходят в негодность. Следующее, что я хочу сказать, это дизайнерские картоны, либо дизайнерские бумаги. Я вот приготовил парочку здесь видов. На самом деле они есть очень большого количества, очень большого перечня цветов.
Очень много производителей, есть как и фактурные, так и гладкие, есть металлизированные и просто цветные. В данном случае вот есть бумага с серебристым покрытием, есть бумага золото. Не знаю, видно ли на камеру, переливается. Также вот обычная бумага желтая с покрытием по типу лен. Эти бумаги любят всякие дизайнерские бюро, всякие организаторы мероприятий, организаторы так называемых свадеб, банкетов и тому подобное, на всякие пригласительные, всякие сертификаты и тому подобные вещи. Значит, давайте разберем, что как печатается. Бумага стандартная, офисная, как вы, наверное, знаете, это бумага от 60 до 100 грамм. Ее печатать легко можно и на таких больших принтерах. Она выходит достаточно хорошо для всяких анкет, бюллетеней, бланков и тому подобных вещей. Скорость печати достаточно хорошая. Большинство принтеров рассчитаны под бумагу плотностью 300-350 грамм. Промышленных принтеров я имею в виду. Но есть средний сегмент, это офисный продакшн, так называемый, когда в офисе надо постоянно что-то печатать, какие-то буклетики, какие-то брошюрки раздавать своим клиентам. Эти принтеры работают в диапазоне до 200-250 грамм. Можно делать и более толстую бумагу, но она будет печататься только с одной стороны. Нужно будет пропечатал, взял листы, вернулся, перевернул, пропечатал вторую сторону. В двухстороннем режиме, в режиме дуплекса она работать не будет. Что еще хочу сказать? Бумаги с покрытием требуют меньшего расхода тонера. Бумаги без покрытия потребляет тонера больше, потому что нужно хорошо засыпать все неровности бумаги, чтобы оно все пропеклось и было максимально равномерное. Такая же ситуация с дизайнерскими картонами, в основном с фактурными дизайнерскими картонами. Тонера едят много, есть проплешины, плашки не напечатаешь в большинстве случаев, не заливая сильно тонером. Но получается достаточно красиво, если брать там какие-нибудь фигурные шрифты без плотной заливки, получается очень-очень супер. Также на чем еще могут печатать лазерные принтеры? Есть много чего, много сейчас появилось уникальных материалов, это как материалы для псевдотатуировок, которые тоже пропечатываются на лазерном принтере, потом переводятся на кожу. Это, наверное, все, что я хотел рассказать про бумаги, которые я использую. Вообще, в принципе, бумаги, которые я знаю, которые я видел, которые есть на полиграфическом рынке. А на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, которое, кстати, будет про печать сувенирной продукции, а точнее UV-печать сувениров. Таких как ручки, магниты, брелки и многое-многое другое. Покажу примеры, как это печатается, покажу примеры, что я печатаю, что у меня получается. Мы разберем именно прямую печать, прямую UV-печать на разных поверхностях. Не забывайте, еще раз напомню, подписаться на канал. Всем пока, до новых встреч!